Здравствуйте, друзья! Какую колонию создали вместо СССР? Любое право вращается вокруг таких категорий, как кто виноват и кто за это будет платить. Побежденные даже штаты США, согласно морскому праву, которое действует глобально с 1837 года, платят дань не какой-то конкретной стране. А в настоящее время эта организация называется ФРС. Таким образом, страны стали колониями. Все рожденные дети, согласно морскому праву, трижды неживые. Первый раз ребенок юридически исчезает в утробе матери, так как отец-создатель ребенка выпускает свое семя в лоно, где оно растворяется и утопает в околоплодных водах. Второй раз происходит выпуск товара через родовые пути, спасение тела из вод, а медработниками этот товар записывается как неопознанное тело ребенка. По правилам ВОЗ, ни один ребенок не записывается в живые, если нет данных, что он жив. Когда родители приходят регистрировать ребенка, то они на него там получают свидетельство. Родители и чиновник являются свидетелями действия матери, которая регистрируется. А в роддомах в обязательном порядке совершается эзотерический обряд по юридическому исчезновению новорожденных, которое завершается выдачей справки для получения свидетельства. Сообщают, что в мусульманских странах роды нередко происходят при свидетелях. Проводится ритуальное становление ребенка на землю, которая ему принадлежит, после чего, согласно поверью, его душа приобретает статус. В американском свидетельстве о рождении фигурируют отпечатки ступней новорожденного. Пуповина перерезается не сразу, а когда только кровь перетечет в ребенка. В Великобритании в это время новорожденный с необрезанной пуповиной лежит на груди у матери. Правда, только пока пуповина пульсирует, не в течение часа, хотя точно уже не помню. А прокалывание пятки новорожденного для взятия анализа крови, вроде как подпись кровью на бумаге для сделки с дьяволом. Не говоря уже о прививке в первые дни жизни. Это оказывается жесткий черномагический ритуал. Таким образом появляется бумажный человек, соломенный человек, персона, физлицо, который существует только на бумаге. По морскому праву, если выясняется, что душа не имеет живое тело, то это тело считается мертвым навеки вечные и возрождению не подлежит. Однако создался и живет в системе бумажный человек, субъект права. Объявлять ребенка живым следует до его регистрации. 15 декабря 1791 года в США вышла книга «Биль о правах», которая действует в глобальном масштабе. Единственным законным средством платежа там указано золото, единственный субъект, кто может заключать трасты, большие займы между государствами с залогом земли и населения, которое там проживает, это США, ФРС. Все остальные могут только в порядке присоединения к существующему трасту и в его рамках существовать. К трасту можно присоединиться только через Конституцию. Любая Конституция есть не что иное, как трастовый договор для присоединения к действующему трасту. Под этот договор выделяются деньги на развитие страны. Как только деньги заканчиваются, появляется следующая Конституция, ибо каждое провозглашенное государство должно быть наделено заемными деньгами. На эти деньги власть должна создать такие условия, чтобы окучить население. Биоресурсы по максимуму. Из этих ресурсов можно все выкачивать. Создается бумажный человек, у которого нет никаких прав, который не является дееспособным. Вместо таких недееспособных действует юридическое лицо РФ, которое является субъектом права в лице руководителя в соответствии с регионом проживания согласно регистрации, обозначается ZIP-номером или индексом. Этот номер является объектом налогообложения, за этот регион есть ответственный опекун. Ваш и ваших детей выгодоприобретатель, опекун как недееспособного, согласно морскому праву является тот, кто прикреплен к вашему индексу, пойди его найди, но он есть. Конституции могут меняться в зависимости от того, какой траст действует в то время, и может происходить присоединение к трасту, который тогда действует. В СССР было 4 конституции. Конституция не про людей и не для судов. Это договор, в котором указана торговая корпорация в лице РФ, которая присоединилась к трасту, учрежденному в последний раз в 1977 году под маркой СССР на сколько-то лет. Под РФ траст никто не выделял, в нем было отказано, и ничего не оставалось делать, как паразитировать на том трасте, который есть. 21 декабря 2022 года траст СССР закончил действие. В 1837 году свидетельство о рождении приравняли к векселю, который торгуется на фондовой бирже по цене с большим количеством нулей после первой цифры.
Имя и фамилия – это торговая марка согласно морскому праву. По морскому праву все, что написано красным, является документом и оплачивается. В паспортах и свидетельствах номера напечатаны красным. Все выгоды от этого векселя получает опекун, согласно индексу. В исламских странах, когда рождается ребенок, то при предъявлении свидетельства о рождении муниципалитет выплачивает определенную сумму на воспитание ребенка. Но это не льгота и не пособие. В римском праве, как только человек соглашается хоть на 1 копейку пособия, льготы, выплаты, дотации, пенсии, он признается рабом. При подобных начислениях требует очень много документов, ибо во всех базах надо поставить отметки, что вы, ваш бумажный человек, признанный раб. Не зря и в нынешней религии всех называют рабами божьими. Свободным выплачивается законно причитающаяся прибыль с земли, ресурсов и всего остального. По морскому праву, когда говорят «ты», подразумевают человека, а когда «вы» подразумевается торговая корпорация в совокупности с живым человеком и бумажный человек со всем, что на него оформлено. Традиционно юридический человек – это тот, кто состоит из крови, плоти и костей. У человека есть душа, определяется по наличию мук совести, и дух, сознание и разум. Человек живет на земле и обладает созидательной энергией Творца. Также человек имеет пол и место жительства. Кстати, задумайтесь, почему на Западе сейчас всеми силами стараются стереть пол у человека. Кроме людей на Земле признаются юридически рожденными и живыми богачи, а также всякие неведомые зверушки. Все должностные посты положено занимать юридически живым, а попытки юридически мертвых физлиц доказать свою живорожденность бесполезны, ибо незнание закона не освобождает от ответственности. Тема юридического оживления не работает в рамках морского права. Для регистрации живорожденности по морскому праву в медучреждение требуется вызвать нотариуса, чтобы засвидетельствовать рождение ребенка, и тогда он будет считаться юридически живым. Титульные нации не упоминаются в официальных документах. Упомянуты коренные народы. Согласно римскому праву, это те, кто приехал в какую-то местность и пустил там корни. Международное право бдит о правах коренных народов, ибо коренные народы владеют землей, и поэтому у них особый статус, даже у кочевников. И у них у единственных в мире есть право на землю. Но у бумажного человека прав быть не может. Это запись в государственной информационной системе, подтверждаемая носителем информации, документом. Сам носитель документа – это агент бумажного физлица, а для юридического представительства самого себя уже нужна доверенность, а для агента или поручителя не нужна. А судьи у нас имеют особый статус. Суд, согласно морскому праву, это торговая корпорация, которая зарабатывает деньги на бумажном делопроизводстве. Никакая конституция применима быть не может. В Москве у многих судей квалификация очень высокая, и они прекрасно понимают все тонкости. Суды – это место для бизнеса с участием вымышленных систем и бумажных существ. В морском праве есть аксиома – подобное растворяется подобным, слово опровергается словом, письмо письмом, подпись подписью и так далее. В иске должна быть полностью доказана вина, но они эту вину не признают, так как вы принимаете оферту. Понять в морском праве означает согласиться. Права разъясняются для получения согласия на то, чтобы осуществлять суд. Даете согласие, чтобы признать вас виновным, как при приеме оферты, априорно. Если такое согласие дано, то вы должны заплатить. Судья таким образом получает деньги за часы работы, юруслуги. Обвиняется не сам человек, а его физлицо. Все должностные лица являются работниками системы. Морское и римское право является прецедентным. Пенсионные фонды учреждены в Женеве, и добраться туда простым смертным вряд ли возможно. Также даже юридическое оживление не докажет того, что вы человек. Юридически живыми могут быть и роботы. Все юридически мертвые рабы, которые могут быть подневольными либо свободными, но свобода не означает воли. У него нет свободы волеизъявления. Похоже на то, что в современной России, согласно наблюдениям за судебной практикой, бытует как морское, так и римское право и много еще чего. Выходить из этого можно через права человека и естественное право. В естественном праве все то, что субъект огласил публично, является истиной в первой инстанции, если это не опровергнуто и не опротестовано в течение месяца. Эта норма поддерживается во всех системах – римское, морское право и так далее.
Опротестовывая обвинения в свой адрес, вы устанавливаете этим другую юрисдикцию. Нигде не сказано, каким образом должно быть сделано публичное заявление. Главное, чтобы оно было доступно всем, кто может в нем удостовериться. Есть также правовая аксиома о том, что тот, кто ошибается или обманут, не считается связанным согласием. Такой договор считается ничтожным. Также договор должен быть заключен письменно. Неоднородные вещи не сталкиваются и не объединяются, сказанное не опровергается написанным. В суде ничего не следует признавать, договоры признавать несанкционированными, если бы это помогло. В отношении себя признавать действия исключительно естественного права. Судью следует выманивать в сферу естественного права, хотя есть сведения, что такие юридические ухищрения в судебной практике могут работать. У судьи по морскому праву особый статус, но судья не является должностным лицом либо агентом системы, торговой корпорации РФ. Почта России – это часть судебной системы, так как через нее идет присвоение индексов и опекунов. Суды – это субъекты управления поведением кодекса. Они основаны на конклюдентном праве. Действие без действия. Следует делать соответствующее заявление, чтобы быть признанным. Кто-нибудь видел законы РФ не в электронном виде, а в подлиннике? Также существует норма о том, что если должностное лицо нарушило инструкцию, то можно пожаловаться и в отношении него будет возбуждено уголовное дело, вплоть до лишения жизни. О нарушениях морского права можно заявлять хоть в ООН, где принимают жалобы на должностных лиц и работают по морскому праву. А в Великобритании нет конституции. В РФ конституции тоже нет, а есть только ее неутвержденный проект. РФ присоединена сейчас к Трасту СССР, а государственные должностные лица лишь занимают вакантные должности в статусе ИО. Зато у многих участков земли есть лендлорды, которые взимают очень скромную плату с тех, чьи жилища на ней находятся, но если посчастливится, то вполне можно приобрести недвижимость, фрихолд, где у земли, на которой построено здание, нет лендлорда, владельца. Кстати, при родах в Великобритании, как правило, присутствует отец, можно приглашать и еще несколько человек. Прививки в первые дни жизни не предусмотрены. Стала понятнее тема с инициативой по монетизации льгот и стремление к СССР 2.0 и так далее. Также стало понятнее, почему сейчас флагом торговой корпорации РФ является торговый флаг Российской империи – триколор. Вот теперь вы знаете, в каком мире мы живем. Буду рад вашим комментариям. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.